Камера, мотор, поехали! Добрый день, дамы и господа, я представляю портал bitый.rf. Меня зовут Вадим, я являюсь дипломированным специалистом по ремонту автомобилей 4 разряда. Соответственно, опыт имеется в ремонте автомобилей. Также я бывший перекупщик, знаю все хитрости, тонкости профессии. Далее работал в автоподборе и в настоящее время являюсь специалистом в предварительной и комплексной проверке автомобиля. Опыт большой и, соответственно, хочу поделиться с вами именно сегодня секретами и полезной и ценной информацией для вас, как проверить автомобиль бесплатно, но с небольшой сноской из США, без воды. Итак, поиск всегда начинается с какого-то сайта и, соответственно, выбора автомобиля, который вас заинтересовал. Давайте, например, выберем данный автомобиль для просмотра. Да? И что нам нужно для проверки бесплатной автомобиля из США? Для этого нам нужен ВИН-код. Но ВИН-код, он на avito.ru, он скрыт, к сожалению или к счастью. И, соответственно, чтобы нам получить код, нам нужно оплатить автотеку. Если мы покупаем автотеку, то в отчете появится непосредственно ВИН-код автомобиля. Но, дамы и господа, обратите внимание на важный фактор. То, что часто бывает так, что ВИН-код автомобиля указывается либо специально неверно на хороший целый автомобиль, либо ошибка, опечатка, и такое тоже бывает, что просто ошибается на какую-то цифру. И поэтому мы можем просто-напросто с вами купить отчет по абсолютно другому автомобилю и приехать на осмотр автомобиля, думая, что он просто в огне, а это на самом деле не так будет. Поэтому всегда, когда приезжаете на осмотр, физический осмотр, в любом случае проверяйте, сверяйте ВИН-код автомобиля. Чтобы такого у нас не произошло в проверке бесплатной, мы лучше всего написать сообщение, либо позвонить владельцу, собственнику автомобиля и попросить его, чтобы он прислал какой-то документ, где указан ВИН, значит, код, номер кузова автомобиля. Когда вы получили этот ВИН-код, давайте, допустим, зайдем на этот сайт, на Авто.ру, тоже покупает автомобили на aveb.by, я извиняюсь, и, соответственно, здесь вот у нас указан ВИН-номер, посмотрим непосредственно этот автомобиль, потому что человек продает его непосредственно в таком состоянии, не будем вас шокировать другими вариантами, потому что здесь человек уже непосредственно выставил, вот в каком состоянии автомобиль приехал из США, соответственно, в таком состоянии он и продает. Давайте не будем вас шокировать, скопируем, значит, ВИН-код автомобиля. И, соответственно, у нас есть два варианта для того, чтобы проверить, значит, данный автомобиль. И первый из вариантов это сайт bid.cars. Зайдем на него. bid.cars. И у нас есть строка поиска по нему. В строчку поиска по нему мы вставляем ВИН-код автомобиля. И вуаля! И у нас уже есть данные по автомобилю. Вот какой автомобиль был непосредственно на аукционе. Вот мы видим лот, видим его, значит, ВИН-код, видим, что продавала непосредственно страховая компания. Финальная ставка его 3700 на аукционе. Видим двигатель какой был, автоматическая коробка, топливо, бензин и задний привод, соответственно. Дополнительно мы можем проверить фотографии по данному автомобилю, что мы и делаем. Учтите, что этот сайт, он показывает ограниченное количество фотографий. То есть на самом деле на аукционе в платных информациях
присутствует гораздо большее количество информации. И бесплатной информации не всегда автомобиль бывает во всех ракурсах. То есть что-то самое интересное мы можем просто пропустить. Поэтому эта информация нам только для того, чтобы принять решение, да, интересен нам рассматривать данный автомобиль или не интересен. Также, где мы можем посмотреть данные по автомобилю. Значит, это у нас есть Яндекс, найдется все, действительно найдется все. Добавляем ВИН код автомобиля, нажимаем поиск и... вуаля, Яндекс выдает нам подборку по ВИН-коду. Но будьте внимательны. Сайты, на которые вы можете перейти, вам нужно обязательно сравнить, чтобы этот ВИН-код соответствовал и по ссылкам, потому что бывает часто, что по ВИН-коду 2-3 сайта может показать, и остальные сайты, у них просто другой ВИН-код используется, поэтому обращайте внимание, чтобы был именно тот ВИН-код. Открываем несколько сайтов для проверки. И дополнительно помимо Яндекса, потому что не всегда информация может быть в Яндексе или в Гугле наоборот, соответственно и в Google можете вбить, также посмотреть. Но информация будет схожая в бесплатных источниках информации. Информация, соответственно, будет обрезанная находиться. И вот непосредственно мы открыли те сайты, подгружаются, которые... есть данные по интересующему вас автомобилю. Подождем, пока данные подгрузятся. Так, данные, значит, у нас подгрузились. Мы открываем, просматриваем и понимаем, да, интересен нам данный автомобиль или нет. Еще раз, внимательно. Далеко не всегда в бесплатной информации есть информация, которая вас может заинтересовать, да? Это, к примеру, очень важный момент. Ну, во-первых, в бесплатной информации можно не найти информации о том, то есть вообще не найдешь информации, что автомобиль утопленник. И часто бывает так, что автомобиль получил повреждения непосредственно, когда автомобили плавали и сталкивались друг с другом. Поэтому вы будете думать, что это только ДТП, а на самом деле помимо ДТП автомобиль еще и утопленник. Это не в этом варианте, который мы смотрим, но будьте внимательны. Поэтому информация из бесплатных источников это только для того, чтобы все-таки купить информацию. И купить информацию вы можете как раз нашего портала. Заходим на bitый.rf. Так, ждем, вот появилась строчка «Отправить ВИН-номер», и мы уже проверим наличие данных по автомобилю и пришлем, соответственно, вам стоимость. Так, вернемся к автомобилю самому. И, соответственно, мы не увидим истории по автомобилю. Очень важно, потому что бывает, мы увидим на сайте с бесплатной информацией только последний аукцион, а по автомобилю это очень важно. Бывает, что и 2, и 3 ДТП, то есть, соответственно, вы видите только последний, значит, бесплатной информации аукцион и фотографии непосредственно с него. Да, то есть мы не видим, например, предыдущие ДТП, если они были. А также на аукционах иногда бывают так называемые куклы. Что же это за куклы? Это когда покупают автомобиль, его восстанавливают, внешний вид, навешивают крылья, капот, фары могут навесить и продают вторично на аукционе. И в истории также мы можем посмотреть, был ли автомобиль такси, а бесплатной информации это не увидите. Был ли автомобиль в аренде, сколько непосредственно было собственников по автомобилю, это также в бесплатной информации вы не увидите. Для этого как раз таки и существуем мы.
Биты.рф. У нас русскоязычная техподдержка, оплата российскими банковскими картами, консультации, экспертное мнение и, естественно, многолетний опыт. Поэтому обращайтесь к нам, и мы вам поможем. А также задавайте свои вопросы в комментариях. И если узнали что-то новое, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Биты.рф, жми в колокол, чтобы не пропустить много полезного контента, информации. Возможно, это кого-то спасет от ошибок и от трат в его бюджете того автомобиля, который он бы не хотел. Хороших вам покупок, до следующей встречи. С вами был Вадим и Биты.рф.